Приветствую тебя, дорогой зритель! У нас сегодня на обзоре будут часы Mi Watch. Первые смарт-часы, которые завоевали уже внимание многих людей. Меня зовут Сергей, вы на канале Зэграчики, и в этом видео вы не только узнаете детально об этих смарт-часах, но и мой личный опыт, потому что я ими пользуюсь уже полгода. Конечно, часы немножко внешне подустали. Я имею в виду, что я их каждый день ношу, но на них пока вроде нет ни единой царапины, но есть вам о чем рассказать. Да, эти часы действительно стоят своих денег. На момент обзора они стоят $140 сегодня, ссылка есть в описании. Но когда я их только покупал в ноябре месяце, то их цена была $199. Но я смог с помощью купонов купить за 180. Давайте проведем полный обзор, и я с вами поделюсь своим впечатлением. Садитесь поудобнее. Для удобства будут тайм-коды в описании и в закрепленном комментарии. Не забудьте потом оценить лайком. Поехали! Как только я их получил, я сразу снял распаковку по-тихому. Что это означает, можете посмотреть вот здесь в подсказках. А сейчас коротко скажу, что приходит в комплекте. В красивой упаковке, на которой изображены сами смарт-часы, здесь вот виднеются они прям тесненные, их даже можно пощупать. Находились сами смарт-часы с ремешком уже одетым, магнитная зарядка с длинным кабелем, большая инструкция по форме коробки и блок питания для зарядки этих смарт-часов. Он фирменный, и его характеристики 5 вольт, 1 ампер. Подача этих смарт-часов действительно красивая. Здесь лежали сами смарт-часы закреплены, и на самой упаковке указаны их преимущества. И если сказать коротко, то в этих смарт-часах есть все. А что это означает, что в этих смарт-часах есть все? Чего они не умеют такого, что не умеют делать другие? И что, по этим смарт-часам можно даже звонить? Да. И они не боятся воды? Нет. И у них есть встроенная сим-карта? Точно. Выходит, что у них есть динамик? Да. Есть микрофон? Да. То есть вот это все есть в этих смарт-часах? Ну и да. Что, в них есть встроенная память? Да. Выходит, что можно скидывать музыку? Да. Да, неплохие смарт-часы. На самом деле это так и есть. Эти смарт-часы умеют все. Они имеют полное право называться часами, и они по праву имеют приставку Smart. В них можно устанавливать приложения, в них можно проложить маршрут, дать голосовые команды, управлять умным домом, рассчитываться в магазинах с помощью NFC. И если вы давно искали хорошие смарт-часы, или же хотите перейти с фитнес-браслета к чему-то более серьезному, интересному, любите поэкспериментировать и даже что-то более интеллектуальное у себя на запястье иметь, это самый лучший вариант. Вот так выглядит магнитная зарядка. Это у нас длинный шнур USB. Внутри имеется специально под часы гнездо, и здесь 4 контакта. Тут находится магнит. Неправильно эти часы никак не зафиксировать. Как только вы подносите часы неправильно, то она не цепляется. Как только правильно, раз, и часы держатся. Держатся очень хорошо. И очень удобно пользоваться таким методом зарядки. Рядом с ноутбуком на рабочем месте у меня лежит эта зарядка, постоянно подключена к блоку питания. Я снял часы вечером, поднес, и сразу же начинается заряд. И заряжать их можно только с помощью этой станции. Беспроводной зарядки в этих смарт-часах нет. Часы очень утонченно выполнены, хотя многих пугает размер и их толщина. На моей руке они смотрятся солидно, красиво, и после Amazfit Bip, а те, кто подписан на наш канал или вообще знаком с нами, знают, что я любил и люблю Amazfit Bip. Но сейчас они перекочевали к Валюше. Валюша раньше ходила с Honor Band 5, но сейчас уже перешла на Amazfit Bip, и этим часам она очень довольна. Amazfit Bip. А я очень доволен этим часам. Теперь я радуюсь, не нарадуюсь. Есть две версии таких смарт-часов. Первая версия Standard Edition и вторая версия Premium Edition. Конечно же, в первую очередь их отличает цена, и есть некоторые отличия по сборке, а также по внутренним характеристикам. Сейчас с этими характеристиками я вас и познакомлю. Но вначале давайте рассмотрим внешний вид и качество материала. Размер дисплея 1,78 дюймов, а разрешение 368 на 448. На таком дисплее вмещается 4 на 3 иконки. И удобно вращать путем вот такого вот
вращения колесика, внутри меню. Меню мы чуть позже рассмотрим. Продолжаем знакомиться с дисплеем. У дисплея закругленные края. Стекло, если будете клеить, я в принципе не вижу смысла. Здесь стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Капли на этом дисплее не задерживаются и не оставляют следа. А значит, здесь очень классное стекло. Посмотрите, капелька уезжает. Давай. Раз, съехала и след после себя не оставляет. Имеет олеофобное покрытие и защищает, конечно же, AMOLED-экран. AMOLED-экран здесь самый, что ни на есть, высокого качества. Очень четкие и прекрасные под всеми углами обзора. И если вы хотите здесь наслаждаться яркими красками, то это самое то. Теперь давайте посмотрим внешний вид. Как вы поняли, часы не боятся воды. Здесь у нас находится динамик в отверстии. Отверстие изнутри закрыто специальной сеткой. Рядом с динамиком находится отверстие. Это отверстие барометра, чтобы получать информацию о давлении внешнем. Здесь находится микрофон. Это у нас еще одна кнопка, которая находится практически наравне с корпусом. А это у нас и кнопка. Этот ролик имеет свободное вращение. Он полностью также выполнен из металла. Если вы включили экран, то теперь вы можете легким поворотом вызвать нижнюю шторку или верхнюю. При этом внутри встроен специальный вибромотор, который тактильно оповещает о происходящем, о каждом повороте, о каждом смещении строки. Это все непередаваемо приятно. Тактильная вибрация, которая передается, вы чувствуете, что вы управляете вашими часами. Вибро здесь немного отличается, и поначалу после Amazfit Bip мне было не совсем привычно, потому что я ощущал не такую хорошую вибрацию, а все оказывается, во-первых, было связано с тем, что я не сильно фиксировал их здесь на руке, то есть не плотно. Во-вторых, они отличаются по сборке. Amazfit из пластика, тоненькие, плотно прилегали. Здесь же у нас более увесистые. Но через месяц я уже привык, и ни разу не было, чтобы я не отреагировал на пришедшее уведомление или же на будильник. То есть я всегда слышал, что меня они либо беспокоят, либо не беспокоят. Дальше расскажу, кстати, о интеллектуальных режимах. То есть на самом деле они понимают очень много и знают о хозяине все. На месте, где крепится ремешок, имеются дополнительные два вот таких вот выступа. И интересно, что каждый из этих выступов прикручен к смарт-часам двумя шурупами. Они снимаются, и их можно найти на сайте AliExpress, чтобы заменить, например, на другой цвет. Под ними кроется замок ремешка. И этот ремешок можно с легкостью заменить, отсоединив вот этот замок. Эти ремешки по размеру 20 мм. Можно сюда даже поставить, и я это делал, миланскую петлю с Amazfit Bip. Но мне показались они какими-то несолидными и не так смотрится. Ремешок здесь изначально, как только я достал из упаковки, я подумал, что какой-то он дешевый. Я такой ремешок увидел впервые, но когда я начал исследовать, то понял, что это необычный материал, и если я правильно помню, на сайте я прочитал, что он выполнен из каучука, то есть специальный такой необычный, и вы знаете, со временем он не затирается. За полгода он себя очень хорошо зарекомендовал. Вот в этом месте видно небольшие потертости из-за того, что остаток ремешка сюда засовывается. Здесь классическая застежка, что очень хорошо. Проблем с ней никогда нет. Лишний ремешок никогда отсюда не выскальзывает. У него есть внутри язычок. Здесь все спрятано. И скажу честно, я думал, что со временем вот эта часть, она поцарапается. Ну, слегка виднеется на ней какие-то потертости, но если вот со стороны просто не под лучами солнца или света, а просто глянуть, то эта поверхность так и осталась, краска не сдирается. С обеих сторон выглядит все очень хорошо. На своей мужской большой руке я ношу вот здесь, на этой позиции. Это даже здесь отчетливо видно. Остается еще 5 или 6 отверстий. Примерно 7 сантиметров в диаметре можно будет на огромной просто руке носить эти часы с родным ремешком. На сайте AliExpress я прикупил помимо ремешков еще и в комплекте защитный кейс. По качеству они не отличаются от оригинала. Выполнено все очень качественно и хорошо защищает ваши смарт-часы. Удобно, что можно подобрать по цвету как ремешок, так и защитный кейс. Ремешок по-прежнему имеет какой-то сплав каучука с силиконом, но вот защитный кейс, к сожалению,
не силиконовый, он выполнен из пластика. Но очень хорошо повторяет форму смарт-часов, особо он их не увеличивает и защищает экран от каких-то повреждений. Да, собственно, и не только экран, а полностью весь корпус. Цена такого защитного кейса на сайте AliExpress $99. Любой цвет можно подобрать, так же, как и цвет ремешка. Ремешок по цене $2.32. Общая стоимость моих заказов составила $10. Ссылку на этого продавца я оставляю в описании под видео. Но если вы предпочитаете миланскую петлю или же металлический ремешок любого цвета, стального или же темный металл, то также ссылка есть в описании под видео. $14 и он будет у вас. С обратной стороны находится выступающее специально место, на котором находится 4 магнитных контакта для зарядки и передачи данных. Примечательно, что с помощью этих контактов и этой же зарядной станции, она не просто зарядная станция, с помощью нее можно передавать информацию на эти смарт-часы. Потому что подключить кабель здесь просто нет такой возможности. А музыку передать, а файлы установить или еще какой-то нужный вам объем информации сюда передать, все это можно делать с помощью этих контактов. Но на данный момент такая функция не работает. При подключении к компьютеру просто заряжаются. Уверен, новая прошивка все это исправит. А пока ждем обновления. Внутри находится очень много разных датчиков. Если присмотреться, то здесь у нас имеется, по цвету даже отличаются. И на самом деле здесь светодиоды обладают интеллектуальной мощной силой. Посмотрите, я поднесу сейчас палец. Они определили, что поднесли человеческие пальцы, то есть человеческое тело. Я начинаю отдалять, и они начинают усиливать мощность, чтобы компенсировать вот это расстояние между пальцем. Вот смотрите еще раз. Меня это просто поразило, когда я это увидел здесь в этих часах. И они усиливают, и потом понимают, что уже зазор почти 1,5 сантиметра, что нужно просто отключать. Это помогает, благодаря такой регулируемой мощности, компенсировать это расстояние, когда вы носите их здесь. Вот смотрите, спите вы, например, или носите, и вот такое расстояние. И что вы думаете? Сейчас идет считывание данных, постоянно будет светить. Иногда в вечернее время я еще не сплю, и повернулся, и вот такой вот блик из-под часов просто освещает полкомнаты. Реально очень мощный светодиод, который обеспечивает считывание этой информации. Также здесь встроен датчик определения, одеты ли ваши часы на руке. Как только вы их снимаете, просто положили на стол или же на зарядку, больше никаких уведомлений, вибрировать или звуковыми оповещениями они не будут. Они понимают, что они не на хозяине. Как только вы их одеваете, и они сразу же определяют, что они на руке, потому что включается этот сенсор, начинают приходить уведомления. Загорается дисплей, приходят разные уведомления. И дальше мы поговорим о языках, поэтому оставайтесь и будем размышлять, как будет дело дальше проходить с этими часами. Приблизительный вес с ремешком 66 грамм. За обеспечение питания отвечает аккумулятор емкостью 570 мА в этой модели, и в премиум версии, которая имеет более другого качества материалы, на 20 мА больше. Интересная особенность, что когда вы их поставили на зарядку, автоматически включается Wi-Fi. Да, в них есть Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS. И это немаловажно, что идет включение. То есть расход энергии небольшой, потому что они и так питаются. Для чего это нужно? Чтобы произошло обновление всех программ, и вы могли получить, если вдруг производитель выпустил обновление, скачалось оно, установилось, и вы могли полноценно пользоваться на новой прошивке. За время использования, а точнее за почти 7 месяцев, я получил уже около 4 или 3 обновлений, но, к сожалению, по-прежнему русского языка нет. Если только ориентироваться по значкам внутри меню, то это не проблема. Но и для меня не является уже проблемой и китайский. Но если вы уже зашли в настройки, то здесь все на китайском, в том случае, если ваш телефон на русском языке. И как только вы меняете на главный язык в телефоне вместо русского английский, посмотрите сюда, происходит чудо. Часы стали сразу на английском. Это очень удобно, если вы хотите познакомиться. Или вот, как, к примеру, я сейчас хочу познакомить вас с внутренним меню. Итак, начнем. Вот я только что получил прямо уведомление. Оно выскочило и спряталось. Это в том случае, если я сейчас пользуюсь часами. Я хочу посмотреть, мне нужно отсюда выйти свайпом влево, вправо, вверх, вниз идет управление. И в любом месте можете выбрать
работает сенсор, нужную программу. Мы смотрим, что мне пришло. Опускаем шторку. Если вы хотите их включить, то не обязательно нажимать на кнопку. Можно один раз тапнуть по экрану. Они засветились. Опускаете шторку. Смотрим, что мне здесь пришло. Пришло на почтовый ящик. Вот значок написано «Конвертик». Цветом красным Gmail. 10 минут назад. Acer. Вас запрошують зіграти в камінь-ножниці. Открываем это сообщение, и максимально здесь уже можно ознакомиться с содержанием письма. Достаточно много информации, и теперь обратите внимание, что можно сделать. Переслать, архивировать внутри почты Gmail или удалить из почты Gmail, ребята. Прямо сейчас я дал команду, они завибрировали, эта галочка и улетела. На устройстве в Gmail у меня в моей почте только что это письмо было отправлено тоже в корзину. Это класс. Еще раз. Сверху у нас шторка. Тут у нас пришла какая-то информация по поводу оплаты Google Pay. От Google Play Store я пытался установить здесь Play Market, но, к сожалению, не получилось, поэтому он просто выдает какую-то здесь мне ошибку. Вверху у нас уведомления, если мы опустили. И причем от каждой программы показан значок. Это очень удобно. Instagram, фото. И имеет другой цвет. Вот Message, зеленый цвет. Отсюда можно их все почистить. А если хотим получить быстрый доступ к самым нужным функциям, то делаем свайп снизу вверх. Здесь мы можем увидеть сразу заряд аккумулятора. Включен Bluetooth и включен будильник. Также здесь может показываться значок NFC, Wi-Fi, которые сейчас отключены. Это у нас первый пункт. Выключить полностью и не беспокоить. То есть уведомления будут сюда приходить, но они не будут ни вибрировать, ни подаваться звуком. Отключаем. Этот режим, что мы включили звук. Теперь все, что мне будет приходить, помимо вибрации, еще и будет уведомляться звуком. Это кнопка «Включить фонарик». Это классная функция, реально выручает. Вы вышли вечером и вместо того, чтобы подсветить телефоном, вы нажали на фонарик, а можно запрограммировать, как сделал это я, на вот эту боковую кнопку, как горячая кнопка вызова фонаря. Ну вот сейчас я вам продемонстрирую. Я сейчас опустился в погреб. Там он виднеется свет, а здесь полная темнота. Часики светятся. И теперь я на них нажимаю «Включить фонарик», горячую клавишу. Раз. И посмотрите. Теперь я все вижу. Максимальная яркость включается. Это у нас грибы. Скоро покажем опыт гриба выращивания. И реально очень выручает. Вы можете подсветить, телефон не передает все, но что лежит на земле и куда пройти, человеческий глаз, конечно же, видит. Вот грибы. Это я подсвечиваю часами. И яркость здесь, конечно, регулируется, потому что здесь встроен датчик регулировки освещения. Это отключить все средства связи. Это у нас выключить дисплей, чтобы не включался при поднятии руки, потому что часы умеют выполнять эту функцию очень хорошо. Дисплей потух, вы хотите посмотреть время, подняли, дисплей включился. При этом в новой прошивке сразу настроена уже была эта функция более лучше, чем раньше. Раньше часы включались. Сначала была минимальная яркость, а потом на ваших глазах становилась ярче. Это не совсем удобно. Теперь, пока вы подносите, датчик уже заранее понимает, где вы находитесь. На улице, что вам надо на максимальной яркости включить эту подсветку времени. Либо вы находитесь в помещении, и вам эта яркость максимальная не нужна. Поэтому включит вам на минимальной яркости. Интересно, что этот датчик мне не удалось найти. Где-то он здесь находится. Но тем не менее он здесь есть. Но если вы нажали на это личко, то они уже не включаются. Я этой функцией пользуюсь перед сном. Завел будильник и нажал на это личко. После этого дисплей не включается. Если надо отключить, вы просто включаете часы, и эта функция автоматически отключается. А на днях прилетело обновление регулировки включения дисплея по времени. Например, после 23, чтобы экран уже не включался. Это кнопка поиска телефона. Иногда она меня реально выручает. Где-то в одеяле закрутился телефон, я его не могу найти, нажимаю. Начинается поиск. Даже если выключен полностью звук у телефона, вот так вот начинает просто кричать на все помещение мой телефон. Как только я его нашел, я нажимаю,
и поиск завершен. Еще одна похожая функция — это блокировка экрана. То есть сейчас мы можем экран активировать путем прикосновения, и он загорается. Эту функцию удобно использовать, когда вы находитесь в душе. И несмотря на то, что эти смарт-часы имеют блокировку от воды, дальше я вам продемонстрирую, что это означает, но иногда все-таки срабатывает какое-то ложное нажатие. Потому что очень большой поток воды от вас поступает на эти часы, и происходит контакт с часами, и они получают какие-то от нас приказы, мол, нужно что-то сюда нажать. Поэтому, нажав эту кнопку, включается блокировка экрана, и подтвердив, вы теперь их можете включить только с помощью кнопки, которая находится здесь. Вот так. Этот режим с батарейкой означает, что мы можем включить режим энергосбережения. Что происходит в этом режиме? Ну, шестеренка, понятно, это настройки, дальше мы туда заглянем. Давайте прикоснемся к режиму энергосбережения. Здесь нам сообщается, что мы сейчас отключаем часы, и они переходят в режим энергосбережения. Мгновенно. Все. Но теперь они не будут показывать все то, что до этого вы видели. Теперь они будут показывать лишь только время в центре экрана. Через несколько секунд дисплей тухнет. Больше никакой информации здесь не будет. В этом состоянии они просто выполняют функцию обычных часов. Благодаря этому режиму на много-много дней продлевается их работа. Да, ребята, ну допустим дней 5-6 я не экспериментировал, но точно в этом режиме просто показывать время они смогут, потому что у них отключены все функции. А если используете обычный режим, который вы видели до этого, то их хватает приблизительно с утра до вечера. Вечером я их ставлю на зарядку. Да, ребята, это их минус. По сравнению сама с Fitbit я пользовался тогда зарядкой в тех часах приблизительно раз в 35-40 дней. То есть один раз в месяц я их заряжал. Здесь же я заряжаю 30 раз в месяц. Теперь, чтобы вывести смарт-часы из режима энергосбережения, необходимо нажать вот эту кнопку включения, которая находится вровень с корпусом. Нажимаем и держим, и через несколько секунд происходит вибрация, и часы производят свое включение. Вначале прокручиваются вот эти 4 цветные точки, а в середине показано время. После этого засветилось вот такое вот меню Wear OS by Google. Это для нас свидетельствует, что здесь находится внутри прошивка, которая позволяет, по сути, операционная система устанавливать дополнительные приложения. После включения часы почему-то решили оповестить меня, что они включили Wi-Fi. Wi-Fi ловит относительно хорошо. Я понимаю, что у меня на руках маленькое, будем говорить, даже микроустройство, в котором есть все. Сигнал в частном доме тоже ловит хорошо. Сейчас здесь установлена, точнее вшита SIM-карточка цифровая. Как я устанавливал, как работает установка eSIM-карты местного оператора LifeCell, я вам это показывал в отдельном ролике. Смотрите вот здесь в подсказках и узнаете, как установился сюда номер LifeCell. То есть сейчас мне можно на отдельный номер в эти часы совершать звонок. И в принципе это удобно. Несколько раз было, что я потерял возможность пользоваться телефоном. То есть у меня сел полностью аккумулятор. И как вы думаете, как со мной можно связаться? Валюша знает, что можно позвонить на эти часы. Или у меня была другая ситуация. Я забыл телефон дома, и благодаря часам и всем контактам, которые один раз синхронизировались с телефоном, я мог совершить звонок из контактов всех, которые здесь сохранены, Валюше, и сообщить, что все нормально, я на связи, если что, звони сюда. Дальше мы протестируем качество микрофона, и вы услышите качество динамика. Поэтому по-прежнему оставайтесь и не прокручивайте обзор. Качество экрана великолепное. Посмотрите, как четко видны все детали на этом экране. Если включить главное меню, двойным нажатием нажимаем и переходим сюда. Ну, великолепно просто. Просто очень высокого качества экран. И невероятно. Здесь вот я установил игру Smash Hit прям с андроида. Сюда установил игру карты. Еще он шарик. И реально все работает и можно играть. Дальше я вам покажу. Тетрис установил, диктофон, но диктофон здесь добавили родной, вот последняя прошивка, вот он в центре. Давайте зайдем в настройки, и я вас познакомлю с этими функциями. Дисплей очень чувствительный, и здесь в настройках можно установить watch face сразу.
Есть множество разных watchface'ов. Какие хотите. Иногда я пользуюсь вот таким вот. Здесь тоже вся информация видна. Посмотрите на качество изображения, углы обзора. Очень четко. Есть даже отдельное приложение внутри этих часов, из которого вы можете качать эти watchface'ы. Поэтому подобрать под себя можно какую хотите картинку, на которых будет изображение часов и еще чего-то. Регулировка яркости. Здесь у меня стоит пункт автоматически. Но есть 5 режимов. На самом минимальном они работают вот так. Давайте добавим яркость. Максимально. Также можно настроить размер шрифта. У меня сейчас установлен самый большой. Есть еще обычный и маленький. Если включаем маленький, то нужно присматриваться. Конечно, это позволяет больше вывести информации на экран, но лучше использовать лично мне большой. Также есть функция Always On Display. Эта функция позволяет постоянно показывать вам информацию о времени на вашем экране. Вот сейчас светится экран, после этого включается Always On Display, и вы видите всю информацию слегка подсвеченную. То есть сейчас уже дисплей не выключится, как это было до этого. Постоянно дисплей в работе. Причем каждый дисплей уникален в режиме Always On Display. Этот подсвечивает какие-то важные самые области, батарейку, шаги и какую-то другую информацию. Другой же дисплей будет подсвечивать вам только время, при этом будет оно двигаться по экрану. Но на процентов 30 разряжается быстрее аккумулятор, поэтому я этой функцией не пользуюсь. Поднял, посмотрел, выключилось и все. Прикасаемся, включаем, засветился экран. Возвращаемся на шаг назад, режим звука. Громкость медиа максимальная. Громкость будильника. Давайте поставим максимальную. Сейчас сюда попала водичка, поэтому звук такой слегка искаженный. Это нормально, потому что если попала вода, то нужно, чтобы просто он высох. Но вода не навредила внутри ничему. Это естественно, когда на сетке там находится пару капель водички. Выключить полностью звук не получается. То есть есть максимальный, а есть минимальный. Но вы не волнуйтесь, дальше я вам покажу качество звука, подсохнет, я вам включу. Также есть громкость звонка. В этом режиме можно включить или отключить вибро во время звонка, а также выбрать мелодию. Есть множество установленных мелодий, а можно установить свою. После меню звука идет настройка приложений, уведомлений от приложений, показывать вам информацию, не показывать, вибрировать, и даже можно настроить степень вибрации от приложений здесь в этом меню. Нормальная, долгая и двойная. Нормальная — это у нас просто брк, здесь б, а здесь б. Вот такой вот тип вибро здесь находится. Следующий пункт — управление при поднятии руки, когда мы поднимаем, а также настройка переключения пунктов в меню с помощью поднятия руки. Одев их на руку, гораздо удобнее продемонстрировать, как эти жесты работают. Например, я поднял, мне экран засветился, сейчас продемонстрирую, вот так, и хочу посмотреть уведомления. Делаю вот такой вот жест. Здесь открылся пункт уведомлений, и теперь листаю. Больше их здесь нету. Двойной тап, вот такой вот, точнее жест, и закрывает. Если я хочу посмотреть настройки, то делаю наоборот туда движение, и у меня запустился режим настроек. Назад, закрылись. Еще раз, открылись. Назад, закрылись, уведомления, пожалуйста. Если я нахожусь в каком-то меню, например, вот здесь, и хочу выйти из него, 3 раза нужно вот так вот сделать. И возвращается на главный экран. Эта функция очень удобна, когда я нахожусь за рулем велосипеда. Я держу, поднял, посмотрел, что здесь за информация, что мне пришло. Ага, здесь записано, кто мне что написал. Не так важно, поэтому прочитаю позже. Кстати, кто-то написал комментарий. А пишете ли вы комментарии? Напишите, пожалуйста, под каждым видеороликом, который вы смотрите, положительный комментарий или критику. Спасибо. Интересно, что в новой прошивке можно открыть уведомления на телефоне. Давайте посмотрим, как это происходит. Здесь есть функция «Открыть на телефоне». Нажимаю «Отправлено». Беру в руки телефон и разблокирую.
И здесь уже сразу открыто это уведомление, которое мне пришло. И мы его смотрим полностью, прочитали и сделали какой-то вывод. Это новшество, и, честно говоря, я только что его заметил. В новой прошивке много нового появилось, и не в каждую щельку я успел заглянуть. Снимаем и изучаем дальше. В меню с изображением облака идут настройки по связи. Bluetooth. Bluetooth, кстати, здесь 4.2. Wi-Fi. Wi-Fi ловит отлично. Можно подсоединить разные сети, подключиться, накачать все, что нужно, обновить и выйти. Также есть настройка отдельно мобильной связи. Здесь можно настроить потребление трафика, управление в роуминге, SIM-статус или же отключить. Также можно настроить получение звонков и где отвечать на звонки. Если вам поступает на мобильное устройство, то вы можете выбрать отвечать всегда на телефоне, либо отвечать на звонки, которые поступают на телефон, на этих смарт-часах и вести переговоры с помощью встроенного микрофона, который находится вот здесь. Также в настройках сим-карты есть настройка голосовой почты и другая информация. Здесь поддержка есть полноценного 4G и работает интернет с прям сим-картой, если у вас ваш тариф поддерживает, очень шустро, без проблем, поэтому однозначно это плюс. Выходим в следующий пункт меню, это у нас NFC по связи. Здесь либо включается, либо выключается, но, к сожалению, пока я не смог настроить поддержку своей карты, чтобы привязать ее сюда. Можно пока настроить оплату или же для замков, чтобы открывать этими часами, например, замок от Xiaomi, по-моему, Sherlock он называется. Поднесли, NFC сработала, как NFC-метка, и замок открылся, и вы прошли. Ну а в самом низу по настройке связи есть пункт о локации. Локацию производить с помощью этих часов и с помощью телефона. Так как в них есть GPS и нету вдруг связи с телефоном, то вы будете получать информацию о вашем местоположении с помощью ваших же смарт-часов. Например, погода, нужно узнать, в какой местности вы находитесь. Часы сами определили местоположение и оповестили об этом вас на экране о погоде. В персонализированных настройках можно настроить отключение экрана, настроить клавиатуру или метод. Я установил отдельно клавиатуру, помимо той, что здесь была, русские буквы, и можно вводить разную информацию. Также здесь настраивается кнопка сбоку. Вы можете запрограммировать на нее любое приложение, которое у вас установлено. Я выбрал фонарик. Вы можете выбрать, например, будильник, диктофон, тренировки или даже калькулятор, то есть что угодно. Также настройка голосового ассистента. К сожалению, он пока на чисто китайском. Есть альтернативный метод лаунчера. Отключая эту функцию, мы, переходя в меню, уже видим вот такой вот альтернативный лаунчер. Вот так вот он выглядит, но мне, честно говоря, нравится по значкам, без подписей. В настройках в разделе «Память» Storage это у нас показывает, какое приложение весит сколько, и отсюда же можно его удалить. Давайте попробуем удалить программу Свит ТВ, которую я поставил, но она неудачная. Да, здесь есть кнопка «Удалить». Удаляем. Я думал, что с помощью этой программы можно смотреть телевизор так же, как и на смартфоне, онлайн-ТВ. Но она запускает только звук, а видеопоток не может поддерживать. То есть пока нету возможности. Ну и это неудивительно. Я экспериментировал, устанавливал те программы, которые для смартфона на эти часики, на этом маленьком экране они должны были здесь показать то же, что показывают на большом. Но не каждое приложение работает с этими часами. То есть все приложения на свой страх и риск вы можете установить как для обычного телефона из Play Market, а потом установить отдельным специальным методом на эти часы. Если хотите, я могу снять отдельно видео, есть инструкция, и превратить ее в видеоинструкцию, чтобы вы могли тоже делать это на этих часах. Интересно, пишите в комментариях. Последнее меню — это система. Ну, правда, есть еще одно меню, но изначально у вас его не будет. Это режим разработчика. Для того, чтобы он у вас появился, нужно выполнить несколько манипуляций. После этого он здесь включается, и вы можете отдельно настраивать там уже более серьезные настройки. Но я вам не рекомендую, включив его, там что-то без знаний каких-то, там что-то включать. В разделе «Система» указано о батарее. Можно настроить дату и времени,
перезагрузить, полностью выключить, сбросить на заводские настройки и о часах, ну и какая-то информация. Вот, собственно, и все. Это было знакомство с меню. По значкам здесь изначально приходит меню для управления звонков, нажимая который, здесь показано, кто вам звонил. Но, допустим, я хочу позвонить. Нажимаю и выбираю 5433. Звонок. Откуда совершить звонок? С часов или с телефона? С часов. Live Info Center. Вот так совершается звонок. Дальше у нас контакты. Следующий пункт — это сообщение. Сообщение, не уведомление, а действительно сообщение, которое я получаю от своего оператора, или же если кто-то мне прислал какую-то смс-ку. Я отсюда могу не только прочитать, посмотрите, тут очень четко шрифт этот читается, очень корректный, все четко видно, но вы можете отсюда и, по-моему, ответить. Вот так вот, написав сообщение, можете выбрать кому, и отсюда происходит отправка смс-сообщения. Это у нас показывается, сколько мы тратим энергии за день, идет подсчет с помощью всех встроенных датчиков, функций и многое другое. Сколько я сжег калорий, сколько сделал шагов, сколько и когда было какое активное движение по времени показывается. И что мне понравилось, я обнаружил их, сравнивая с Redmi Band, обзор либо уже был, либо скоро будет, то они не так сильно считают ложные шаги. Например, просто езда на велосипеде, вы не ходите, но вибрация на руле, руки так висят, дрожат, и Band считал ложное срабатывание. К примеру, там он за день насчитал 6 с копейками шагов, эти часы насчитали 4 с чем-то. То есть эти вибрации он не сильно считал. Хотя иногда сильные вот такие тряски он считал за шаги. Здесь можно посмотреть статистику суммарную за неделю, за месяц и разная другая информация. При этом каждая система по показаниям настраивается исключительно отдельно. В режиме тренировки сейчас доступно 10 пунктов. Это бег на улице, бег на беговой дорожке, плавание в бассейне в помещении и плавание в открытом водоеме. При этом будет использоваться уже GPS. То есть почему есть на улице и в помещении. В помещении GPS не нужен. А вот следить за вашим плаванием, установить длину бассейна и узнать, в каком стиле вы плавали и по какому принципу будет рисовать даже дорожки. Велотренажер, есть езда на велосипеде. Есть ходьба в горы, бег, по-моему, с препятствиями, да, или по кругу. Также есть активная гимнастика и, по-моему, йога, а также поход в горы и еще свободная какая-то тренировка. Давайте запустим один из режимов тренировки, чтобы вы имели понятие, как это происходит. Выберем обычную ходьбу. Нажимаем, идет поиск GPS. Там у нас идет 4 деления. И пока спутник не будет найден, после того, как он будет найден, он об этом оповестит, я вам не советую запускать, потому что он не определяет данные. Да, он будет мерять все, что ему доступно, но не будет рисовать вашу геолокацию, ваш бег, скорость не будет считать. После этого вы выбираете Go. Он предупреждает нас, что связи со спутником нет. Мы дожидаемся, либо подтверждаем. Теперь готовы. 3, 2, 1. Побежали. При этом на таблице показана нагрузка по сердцебиению, указано время, указаны шаги и дистанция. Чтобы завершить, делаем свайп слева направо. Здесь есть пауза, либо остановить. Нажимаем остановить путем нажатия и удержания. После этого информация сохраняется. В бассейне смело с этими часами можно не только плавать, но и нырять на глубину до 5 метров. Установлена защита IP68, и несмотря на такие большие отверстия, не пугайтесь, производитель знал, что делал. То, что я упомянул о тестах и защите, которые здесь обладает, сейчас я вам покажу. Защита от воды. Добавляем водички. Вот поток воды, представьте, что вы в душе. Часы сейчас включим. Режим стандартный. Вот, включились. Я подношу. Еще раз демонстрирую. Подношу. Они выключаются. Теперь включим меню. Вот значки. Я подношу. Вода. И они отключаются. Раз. Включились. Поднес. Отключились. Еще. Вообще класс.
Вот, раз, выключились. И посмотрите, вода на них льет, вы убрали, а на экране капелька, струсили, и уже ничего нет. Но сами часы, конечно, естественно, что будут по бокам мокрые, снизу мокрые, но это никак им не вредит. Напомню, динамик поначалу будет давать о себе знать, потому что туда попала вода, а потом все будет хорошо. Закрываем кран, подносим напоследок. Пару капель еще срабатывает. Посмотрите, как капельки реагируют. Попробую, конечно, оставить каплю. О, посмотрите, что делается, ребята. Класс. Вы, наверное, уже догадались, что в режиме с изображением сердечка здесь у нас предлагают: оденьте их на руку, и как только мы их одеваем, здесь у нас показана информация о нашем пульсе. Измерение может происходить по вашей просьбе, а может следить за вами постоянно, но расход при этом идет значительно больше аккумулятора, и именно благодаря этому датчику точно определяется, проснулись вы, пробудились ли от сна, лежите еще, встали, ходите, закимарили, заснули. Все это будет показано на четком графике, который можно отследить отдельно как внутри этих часов, так и отдельно в приложении. В режиме сна показана вся информация о статистике, но нужно синхронизировать сейчас их с устройством, чтобы они показали, об этом свидетельствует эта надпись. Здесь у нас идет наше самочувствие, стрессовая ситуация, когда я активно двигался. Вот в эти часы я производил съемку, часы были всегда у меня на руке, и посмотрите, какие здесь показатели. После этого я их снял, и я ими не пользовался, и здесь просто нету никакой информации. В этой статистике будет показана, какая стрессовая ситуация была, нагрузка, будем говорить так, сколько вы релаксировали и тому подобное. То есть часы это умеют определять. Здесь сколько вы потратили энергии. Установил одну программу, которая позволяет правильно измерить сердцебиение. Она пишет, что не двигайтесь. Потом показываются круги, благодаря которым будет вам подсказка делать вдох или выдох. Например, вдох, этот круг расширяется, потом выдох. И вот так вы сможете успокоиться, и в этот момент начинается измерение пульса. В данный момент ничего не происходит, потому что у меня часы пока не закреплены на руке, и я их постоянно то сниму, то одену, поэтому они сейчас не функционируют. Это у нас голосовой ассистент. Выбирая его, мы можем давать ему разные команды. YouTube. Он что-то сейчас понял. И вот что-то сказал. Я тут что-то выбрал, и вот что-то дал ему какую-то команду. Он мне сказал, как это голосом вызвать. То есть как бы помощник помогает. Еще раз попробуем. Грачики. Что-то сейчас сделал. Он открыл музыкальный какой-то трек, и сейчас запустит мне музыкальный трек на китайском языке. К сожалению, это в данном случае бесполезная функция, но с помощью этого ассистента можно говорить, к примеру, как и с OK Google: включи мне музыку, сделай громкость на максимум, или какая сейчас погода, или сколько времени, или выключи дома свет в ванной. Если у вас умный дом, он будет отключать. Кстати, за умный дом я вам покажу, потому что эти часы уже привязаны к экосистеме Xiaomi, и можно отключать, например, в моем случае, переноску удаленно по Wi-Fi. Чтобы это сделать, делаю свайп и получаю к быстрому доступу информацию. Дальше перехожу в меню «Дом». Здесь написано «Дом Грачики», и есть два девайса. Оба онлайн. Здесь написано, что это удлинитель и роутер. Выбираем удлинитель. Он сейчас подгружается, и мы можем удаленно отключить у нашей переноски питание. Вот эта кнопка появилась, и я сейчас нажимаю, и слышу, рядом переноска начинает клацать внутри реле. У камеры спереди пропало питание. Включилось. И кнопка стала тоже другого цвета. Это очень удобно, если у вас полностью Mi Home настроен, и есть много устройств, которыми можно управлять удаленно. Это отличная функция. Вот, кстати, вот так выглядит Mi Home внутри этого приложения. В этом меню настройка идет
оплаты, добавить карты. Это у нас будильник. И недавно после обновления исправилась функция, что когда вам зазвенел звонок, здесь есть кнопка «Выключить». Нажимая на нее, вы не могли выключить. У вас просто часы зависали в этом режиме. Нужно было нажать на эту кнопку. Тем самым отложили через 5 или 10 минут опять повторно будильник. И только после того, как экран потух, вы могли зайти внутрь и здесь отключить тумблер. Разработчики об этой проблеме знали, поэтому решили ее, и все сейчас работает нормально. Я здесь установил кучу будильников, подписал, что нужно мне делать, в какое время, и удобно настраивать. Выбрали время, нужно раз, выставили и включили тумблер. Окей. Вернулись, тумблер активировали и будильник заведенный. Это у нас секундомер. Нажимаем старт и время пошло. При этом вы можете даже выйти, пользоваться, а они здесь работают без всяких проблем. Вот секундомер работает. Нажать на него, и мы переходим в сам секундомер. Вот он. Это действительно уникальные часы. Сворачивается в фоновом режиме, все работает, вы не переживаете. Стоп, сбросить, вышли. Вернулись в меню. Таймер обратного отсчета. 1 минута, 3, 5, 10, 15, 30 или же свое. Время обратного отсчета пошло, вы что-то делаете, после этого срабатывает звуковое оповещение. К сожалению, это не совсем удобно. Я бы хотел, чтобы звук не срабатывал. Возможно, нужно отключить полностью звук в будильнике. Попробовать так, на минимальном, тогда не будет работать. Сейчас проверим. 2, 1... И легкий звук того же будильника, той же мелодии, что неудобно, потому что, находясь на каком-то совещании, вам не нужно оповещение. Пусть бы срабатывало вибру, может добавят скоро эту функцию. Отключить. Дальше идет калькулятор. Отличный калькулятор, очень все четко показано. 1023 минус 23 равно будет 1000. Даже есть процент. Вообще здоровски. Добавили недавно мировое время. Сколько в одной стране, сколько в другой стране. И можно здесь настроить, выбрать, для деловых людей, возможно, перелеты. Это важно. Добавили программу заметки на обновлении. Можно добавлять голосом, но, к сожалению, понимает только китайский пока. И клавиатура, которую я установил, либо печатать на английском. Диктофон. Диктофон записывает идеально, прям очень чувствительный. Демонстрирую. 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Теперь слушаем. Но это еще не все. Здесь есть метки, флажок. Вот, например, сейчас мне нужно эту отметку сделать. И я задаю вопрос человеку, что, мол, здесь я что-то хочу уточнить. Он мне ответил, и потом я задаю ему следующий вопрос. Опять ставлю отметку. Опять задаю вопрос, он мне отвечает. Я сохраняю запись и перехожу в просмотреть записи. Вот она. А теперь посмотрите, те две метки здесь на этой дорожке, виднеется здесь полоска, показано, что я там что-то отметил. Включаю. 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? 1, 2, 3, 4, 5. Как меня слышно? Теперь слушаем. Но это еще не все. Здесь есть метки, флажок. Вот, например, сейчас мне нужно эту отметку сделать. И я задаю вопрос человеку, что, мол, здесь я что-то хочу уточнить. Он мне ответил, и потом я задаю ему следующий вопрос. Опять ставлю отметку. И видите, эти отметки очень хорошо работают. Надо вернуться назад, пожалуйста, продолжайте запись. И памяти хватит на очень много. Дальше находится компас и высотометр, наверное, если правильно выразиться, над уровнем моря, сколько мы находимся. Вот вращаем, информация здесь показана. Вот, крутится, справляется со своей задачей. И вот над уровнем моря мы находимся. Здесь у нас показана высота, а здесь какое давление вокруг атмосферное. 1009 гектопаскаль. Максимальная, минимальная. И вот высота над уровнем моря. Но здесь нужно, вот стоит отметка, что нужно сначала правильно отметить геопозицию, местоположение. По этому часам нужно время, чтобы связаться со спутником. Дальше идет фонарик, поиск телефона. Это у нас настройки сим-карты. Это обучающий учебник по разным разделам
что нужно делать в этих часах. Это программа WatchFace, это магазин Xiaomi Mi, в котором можем скачивать приложение, или App Store, если правильно. Значок с белой стрелкой вниз, что это можно загрузить, а значок с синей стрелкой в бок, это значит приложение установлено, только лишь перейти. Здесь у нас погода, показывает нам календарь, где мы находимся, какое сегодня число, и можно посмотреть погоду на несколько дней. Тут у нас календарь, показана вся информация, это напоминания, это настройки, а дальше приложения, которые я уже сам устанавливал, но понять я их не смог, они для Китая. Вот, например, игрушку, которую я установил. Звук, кстати, уже стал нормальный. Нажимаем классика и начинаем играть. Следующую игру запустим. Тут нужно уже перевернуть наши часы. Получается, это их надо снять с руки. И после этого нажимаем запуск. Оригинал. Первый уровень. И начинаем. Не видно здесь ничего особо, но сама суть демонстрации, что это возможно. Вот так. Теперь прыжок. Оп. Оп. В общем, вы меня поняли. Часто играю в эту игру. Добрый день. Раздача карт. Качество, ребята, просто великолепное. Посмотрите на эти картинки. И теперь начинаем играть. У меня нету, пусть бьют они. Ну и вот так вот можно играть. Возвращаемся. Обратите внимание, что я свернул, игра еще осталась где-то в фоне, но она сейчас закроется. Также есть музыкальный плеер свой уникальный, но для этого плеера нужно установить специальную программу музыкального плеера на вашем телефоне, и после этого будет Mi Music работать и синхронно работать, управлять вашим музыкальным плеером. В отношении музыкального плеера или отображения можно ли переключать? Да, можно, сейчас покажу, но познакомлю еще с некоторыми функциями. Например, установил программу Explorer. Здесь, конечно, не все удобно, но отсюда можно запускать файлы, которые вы скинули. То есть это такой файловый менеджер. Вот, например, музыкальный трек я могу прямо отсюда запустить. Как вам звук? Если я, к примеру, хочу открыть YouTube, или точнее уже его смотрю, то информация будет дублироваться по управлению не только на телефоне, но и на смарт-часы. Открываем этот ролик в YouTube. Приветствую тебя, дорогой зритель. Сегодня у нас на обзоре смарт... Видеоролик идет, я здесь смотрю, включаю часы, а мне здесь что, ребята, показывает? Посмотрите, Дуги X95. Этот же ролик на канале Зэграчики. Можно поставить паузу. Это его огромный размер и это его огромная... Пожалуйста, могу опять запустить. И реально могу добавить громкости. Работающая батарея. К примеру, за ночь он забрал всего 2%. Или убавить. Давайте... И так можно с любым приложением. Любое приложение, которое здесь издает звук или подает картинку, сюда выводится синхронно. Если вдруг вы его свернули, вот, например, сейчас я его сворачиваю, и вы хотите вернуться к управлению, то вам необходимо прикоснуться, дисплей загорелся, сделать свайп снизу вверх. И обратите внимание, появилось отдельное меню. Нажимаем сюда и появляется опять управление. Либо прям там можно сделать стоп. Вот. Пауза, плей, и все очень быстро работает. Совершим сейчас звонок на телефон и посмотрим, как ведут себя часы. Телефон начал вибрировать, и эти часы не на руке, поэтому звуковых сигналов не подают, и они даже не вибрируют, но визуально оповестили меня о том, что поступил звонок. Здесь написано имя и что это поступает звонок на телефон, изображение телефона. Я могу ответить, нажимаю. И я сейчас разговариваю по Bluetooth через эти часы. Давайте покажу вам. Включаю громкую связь. Держу здесь.
А сам разговариваю часы. А вы слышите сейчас с другой камеры записанный звук. 1, 2, 3, 4, 5. Во время звонка можно просто положить трубку, а можно нажать на дополнительные 3 кнопки. Здесь есть возможность выбрать клавиатуру, чтобы нажать, как мы, например, звоним оператору и там говорят нажмите 1, то пожалуйста. Можно выключить микрофон, заблокировать экран, а также можно добавить громкости основного динамика. Также во время разговора можно использовать выключение полностью экрана, выйти в меню и все другое. Звонок будет вот здесь вверху в шторке, всегда к нему можно вернуться. Мне интересно, можно ли сейчас записать наш разговор с помощью встроенного микрофона. Нажимаю. Нельзя, не разрешает. Для управления этими часами есть специальная программа Xiaomi Wear. Это программа, которая на китайском, и она, вот даже сейчас написано, что есть какое-то обновление к этой программе. Приложение обновилось, и оно стало более адаптировано под новую прошивку. Вижу, что здесь добавился пункт «Мировое время» и еще некоторые функции. На самом деле эти часы не будут работать только с этой программой. Еще нужна дополнительная программа Wear OS. Это программа, с помощью которой и идет основная настройка Mi Watch. Здесь можно тоже настроить и посинхронизировать разные функции, но давайте познакомлю вас с этой программой. Здесь у нас показано, что подключены часы, есть также синхронность с Redmi Band, потому что Redmi Band тоже работает с этой программой. Показан заряд батареи, синхронизация сейчас идет, настройка eSIM менеджер, то есть отсюда вы можете производить настройки своего оператора и вшить сюда eSIM карту, выбрать watch face, добавить карты, к примеру, это ваша карта банковская или же какая-то для оплаты проезда. Может быть, в обновлении и можно добавить уже банковскую карту, но я еще не пробовал. И настройка других функций по приложению, информация о часах и информация о получении отчета. Также можно отсканировать QR-код, чтобы зайти в аккаунт Xiaomi Mi. Ну а здесь в настройках дата показана информация, которая была там, которую я вам показывал, более лучше. Конечно, удобнее смотреть ее здесь. Сколько шагов, какое сердцебиение, потраченная энергия. Мне лично интуитивно все понятно. Быстро настраивается, синхронизируется. Разъединение и соединение постоянно происходит без проблем. Если же вы потеряли из видимости свой телефон с часами, пришли, они мгновенно соединились, проблем никаких с ними нету. Тем более скоро обещают выпустить уже международную глобальную прошивку, и они будут работать полноценно. Информацию о сне считает отлично. Проверял в разных режимах тренировки. Ходьба, бег, езда на велосипеде, и он с этим отлично справляется. Очень хорошо помогает вам следить за вашим здоровьем, тем более если вы ведете спортивный образ жизни. Честно сказавши, я эти часы давно высматривал, я мечтал их заказать. Когда я их заказал, один из первых получил, но не было времени сделать обзор. Потом смотрю, что появляются все новые и новые функции, и думал, что на самом деле обзор, не просто обзор, а отзыв спустя больше чем полгода будет для вас гораздо полезнее, чем просто достать из коробки, озвучить какие-то сухие характеристики и сказать, мол, решать вам. Однозначно часы рекомендую, мне они очень нравятся. Я с ними, везде с ними есть связь, я могу подключиться по Wi-Fi, приходят все уведомления, если какие-то не нужны уведомления, то вы можете настроить это в приложении. Несмотря на то, что здесь сейчас, когда я поставлю русский язык на телефоне на момент обзора, просто нету еще русского языка, то у нас будет здесь китайский язык, но мне лично по значкам легко ориентироваться, я уже научился. И еще забыл упомянуть, что вы можете Bluetooth наушники привязывать к часам, не к телефону. И тогда, загрузив любимые треки на смарт-часы и одеть ваши любимые Bluetooth наушники, вы смело можете отправляться в тренировку, делать пробежку. Пробежав нужную дистанцию, вы делаете это с любимыми треками, потому что вы их загрузили сюда, и по Bluetooth гарнитуре вы получали всю информацию, музыку слушали. А если вам поступил звонок на часы, то вы будете
разговаривать с человеком по Bluetooth гарнитуре, не поднося к рту. Вообще, однозначно лайк. Если вам обзор был полезен, да и вообще просто за труды, вот получили информацию, но не будете покупать, но за труды буду благодарен, если поставите лайк. До встречи в новых видео. Будут вопросы, задавайте. Я буду рад поделиться, потому что эти часы останутся у меня еще минимум на пару лет. Пока.